Глава 14. Кассиди достала свои лоскутные одеяла, даже то, над которым она работала у себя наверху. И оставила только одно, которым ей хотелось заняться сейчас, потому что в нем были цвета, которые особенно нравились ей в данный момент. Она вывесила остальные одеяла в витрине магазина, разложила на стульях и на стоящем в углу старом чемодане. Но только она устроилась, чтобы заняться сшиванием лоскутков, как дверь отворилась. Кассиди подняла глаза и увидела входящего Халстона. «Доброе утро», – произнесла Кассиди тихо. «Доброе утро, мисс Нортон. У меня есть для вас сообщение. «Хорошо». Мистер Бриккель хотел бы заказать еще одну пару брюк, но сначала он хотел бы взглянуть на образцы ткани». «Это не проблема. Я могу отрезать их для вас прямо сейчас», – сказала Кассиди, отправляясь с ножницами в руках к моткам ткани. «Он хочет, чтобы вы их принесли». При этих словах Кассиди почувствовала себя так, как будто ей на плечи водрузили тяжелую ношу. Она замерла на месте и закрыла глаза. Ей нужен был этот заказ. Ей нужен был любой заказ. Но она не собиралась обсуждать возможность брака с этим человеком. Но также она знала, что только для этого он и хотел увидеть ткань. Собравшись с силами, Кассиди повернулась к Халстону и заговорила. «Я не могу этого сделать», – сказала она. «Передайте мистеру Брикхелю, что мне жаль, но я не смогу прийти». Выражение ее лица обеспокоило Халстона. Он ничего не сказал, но с уважением кивнул ей и вышел из мастерской. Он шел не спеша, но его мысль напряженно работала. Халстон подошел к дому и, как обычно, зашел через кухонную дверь. Он не удивился, увидев там ожидающего его хозяина. «Что она сказала?» Она сказала, что она не придет сюда. На лице пожилого господина появилось разочарование. Но он уже придумывал новый план действий. «Вернись к ней и скажи...» Начал он, но впервые в жизни Халстон прервал его. «Нет». «Что ты сказал?» Богач изумленно уставился на своего слугу. Я сказал «нет». «Нет на что?» – спросил Хирам, и при этом его лицо сделалось грозным, как грозовая туча. «Я не пойду к мисс Нортон и не буду больше ни о чем ее просить. Она уже дала вам свой ответ, и в данное время она очень озабочена другими проблемами». «А ты разве не сказал ей, что мне нет дела до того, кем является ее брат?» Не унимался Хирам. «Ты сказал ей, что я готов жениться на ней в любом случае?» «Я сказал ей, что вы просили принести образцы ткани, как вы говорили. Она бледная и худая, и я больше не буду мучить девушку вашими предложениями выйти за вас замуж». Хирам Брикель вспылил, но Халстон не стал обращать внимания. Он отвернулся от хозяина и принялся готовить обед. Он слышал слова о том, что он будет уволен, но не придал им большого значения. Однако через некоторое время Халстон услышал, как хлопнула парадная дверь. Он перестал нарезать хлеб, потрясенный тем, что его хозяин вышел из дома. «Я думал, вам нужны заказы», – сказал Хирам, как только вошел в магазин Кассиди. «А я думала, что вы прожили достаточно долго, чтобы знать, что означает слово «нет», – сказала Кассиди, готовая к схватке. Она была расстроена после ухода Халстона, но потом ей удалось прийти в себя. Хирам пристально посмотрел на нее. Его глаза немного сузились, после чего он прошелся по магазину. Кассиди наблюдала за ним,
не убирая с колен лоскутное одеяло. Она тоже ничего не говорила. «Очень мило», – похвалил он. «Слишком по-женски, но мило. «Спасибо». Вы полагаете, что ваш бизнес просуществует еще месяц?» «Полагаю, что нет, но я не знаю». Хираму хотелось повторить свое предложение, но Халстон был прав. Она плохо выглядела. «У вас хватает денег на жизнь?» Его вопрос удивил ее. «Да, благодарю вас». «Я мог бы взглянуть на ткань, пока я здесь». Кассиди внимательно посмотрела на него, прикидывая, что бы ей ответить. Но она решила, что терять ей нечего. «Вам нужны брюки, или же вы ищете повода еще раз задать вопрос, на который я уже ответила отказом?» «Мне действительно нужны брюки, но я также вижу, что вам нужен муж, и мне совершенно очевидно, что им должен стать я». Тут Хирам увидел то, что видел Халстон. Глаза Кассиди выглядели усталыми, почти отчаянными, как если бы она была на пределе своих возможностей. У него не хватило совести продолжать настаивать. «И я взгляну на ткань», – сказал Хирам, прежде чем Кассиди успела сформулировать ответ. «И вы можете доставить мне брюки, когда они будут готовы». Кассиди кивнула и пошла за тканью. У нее было 4 вида различных тканей, которые прекрасно подходили для брюк, и Хирам выбрал из них 3. «Если заказов не будет, – сказала Кассиди с присущей ей честностью, – то, возможно, я смогу сшить их к концу недели». «Вы не возражаете против того, чтобы доставить их?» «Думаю, что я могу это сделать», – сказала Кассиди. «Если только это не будет превратно понято». Хирам, понимающе наклонил голову, но его глаза продолжали внимательно следить за ней. Он поблагодарил Кассиди и вышел, все еще уверенный в том, что ему удастся уговорить ее выйти за него замуж. И поскольку этот человек любил сложные задачи, он был уверен в том, что данная задача будет ему по зубам. «Саванна», – почти пропела Мэг имя своей дочери, входя на кухню. «Мы дома». Саванна улыбнулась матери, как это часто делают двухмесячные дети, не заботясь о том, где они находятся. «Хочешь, мы откроем окна?» – предложил Джеб. Пэттиэнс шла следом за ним. «Да, здесь душновато». Кто-то из соседей каждые несколько дней обязательно приходил к дому, чтобы проверить, все ли в порядке. Но дом все это время оставался закрытым. Пока Саванна лежала в своей корзинке, 3 взрослых переносили все вещи Мэг и малышки в дом. Пэттиэнс возвращала племянницу с выстиранной одеждой и большой кастрюлей гуляша в придачу, которой хватило бы по меньшей мере на 2 дня. Мэг от души поблагодарила родственников, хотя она и радовалась тому, что вернулась домой, ей все же было немного грустно. «Спасибо за все», – сказала Мэг, крепко обнимая дядю. «Мы отлично провели время». «И мы тоже, дорогая», – сказал он, отходя в сторону и уступая место для объятий своей жене. Они оба еще раз подержали в руках малышку, радостно смеясь в ответ на ее улыбки, после чего отправились обратно в город. Мэг махала им с крыльца, а потом вошла в дом. Ей казалось, что ее не было дома намного больше, чем 2 недели. И несмотря на выстиранное белье и приготовленный обед, ей в голову приходила масса дел, которые ей нужно было бы сделать.
Но Мэг не стала ничего делать. Она просто села с саванной в гостиной и стала наслаждаться ощущением того, что она снова дома. «Добрый день, мисси!» – приветствовал Райлан подругу Абби, хотя ее приход в конюшню и удивил его. Она медлила, стоя в широком проходе между стойлами, пока Райлан первым не заметил ее. «Здравствуйте, пастор», – сказала она в ответ, но продолжала стоять на месте. «Как дела?» – спросил у нее Райлан. «Хорошо. Как Абби?» – был следующий вопрос Райлана. Он был уверен в том, что именно она была причиной прихода миссии, и не стал ждать, пока она сама скажет ему об этом. «Она все еще больна, но понемногу встает». «Она послала вас за мной?» – спросил Райлан. «Она просто просила передать вам, что она еще не готова. У нее все еще болит голова, и ей трудно думать». Райлан с сочувствием кивнул. «Передайте ей, что я не забыл, и что я продолжаю молиться о ней». Мисси была застенчивой, поэтому, мило улыбнувшись ему в ответ, она ушла, не сказав больше ни слова. Райлан подумал о том, знает ли Абби, какая у нее чудесная соседка. Возможно, он бы и дальше думал об этом, но заказчик ожидал, чтобы ему подковали лошадь, и Райлан принялся за дело. Было почти 9 часов, когда Мэг услышала стук копыт. Если бы она услышала его раньше, то, возможно, и не обратила бы внимания. Но в этот час она была уверена, что это был Брэд. Она распахнула дверь, сбежала со ступенек, потом пробежала те 20 футов двора, которые разделяли их, и бросилась в объятия мужа. Брэд едва не задушил ее. Он не мог поверить, как сильно он соскучился по жене. Он поцеловал ее, после чего отпустил, чтобы Мэг могла обнять также и Трейса. «Как ты?» – спросил Трейс. «Все хорошо», – сказала она, оглядывая обоих мужчин. «Но это были самые длинные 2 недели в моей жизни». «Мы отведем лошадей и сразу придем», – сказал Брэд. «Я справлюсь с лошадьми», – предложил Трейс, который хотел представить Брэду возможность побыть наедине с женой. Но Мэг удивила его. «За это время многое произошло, и я думаю, что вам обоим нужно будет все услышать». Трейс только кивнул, заставив себя не задавать вопросы, которые пронеслись у него в голове. Брэд отправился вместе с ним в амбар, и работа спорилась в их руках, поскольку оба хотели как можно быстрее войти в дом. Брэд взял на руки спящую Саванну, чтобы просто прижать ее к себе. И все 4 расположились в гостиной, ожидая объяснений Мэг. Неудивительно, что никто из них потом еще долго не ложился спать. Заказ Хирама Брикеля оказался благословением во многих отношениях. Кассиди устала шить одеяло, и она уже привела в порядок все, что только попадалось ей на глаза. Заказ на пошив брюк дал ей возможность сосредоточиться на работе. Более того, она была настолько занята, что не сразу заметила вошедшего в магазин Трейса. «Привет», – произнес Трейс тихо, не желая напугать ее. «О, Трейс!» Кассиди не могла сдержать улыбки. Она встала, жалея, что не может обнять его и заставляя себя не отходить от швейной машинки. «Добро пожаловать домой», – сказала она все с той же улыбкой. «Как прошла поездка?» «Хорошо, спасибо», – ответил Трейс, улыбаясь в ответ. «Ничего не случилось?» «Ничего серьезного». «Аукцион прошел успешно?» «Лучший из всех, какие у нас были». «Я рада за вас. Ты выглядишь отлично, и ты похудел». «Ты тоже». Улыбка Кассиди потухла, но она заставляла говорить себя непринужденным тоном.
Это были 2 интересные недели. Я полагаю, Мэг рассказала тебе? Да, рассказала. На мгновение воцарилась тишина, и вдруг Кассиди охватил страх. Не подумав, она спросила: «Мы все еще друзья? Верно, Трейс?» Вся ее ранимость вдруг отразилась на лице. И Трейс едва сдерживал свои чувства. Он старался говорить спокойно. «Как ты можешь спрашивать об этом?» «Прости, Трейс». Кассиди едва не прикусила язык. Она теребила ткань, заправленную в машинку, и добавила: «Не обращай на меня внимания». «Я не могу не обращать на тебя внимания. Почему ты это сказала?» Лицо Кассиди исказилось от боли, после чего она призналась: «Чандлер очень сильно разочаровался во мне». «Мэг не говорила мне об этом». «Она не знает. Я никому не говорила». «Что он сказал?» «О, много чего». Кассиди огляделась в отчаянии. «Но все это сводится к тому, что он поверил моему брату». «Это должно быть было ужасно». «Так и было. И я не знала, что отвечать». «А он знает, что ты влюблена в него?» – спросил Трейс, впервые заговорив о ее чувствах. «Что?» – спросила Кассиди и в упор посмотрела на Трейса, уверенная, что она не так его расслышала. «Слова Чандлера должны были ранить тебя особенно сильно, потому что ты любишь его». Наконец Кассиди поняла, что хотел сказать Трейс. Она нахмурилась и сказала: «Я не влюблена в него. Ничего подобного». Трейс подошел немного ближе. «Ты не влюблена в Чандлера Ди Фиоре?» «Нет». Не успела Кассиди и глазом моргнуть, как Трейс уже стоял прямо перед ней. Он взял ее за плечи, и его шляпа упала на пол. «Я должен был сделать это давным-давно». Он наклонил голову и нежно поцеловал ее в губы. Когда он поднял голову, Кассиди заговорила первой. «Почему же ты не сделал этого давным-давно?» «Потому что я думал, что ты неравнодушна к Чандлеру». Кассиди с болью прикрыла глаза, и Трейс просто обнял ее. Кассиди обняла его в ответ. Она едва сдерживала слезы, но потом все же не выдержала и расплакалась. «Это ничего», – сказал Трейс тихо, когда она всхлипнула. Кассиди чувствовала, что его нежность довела ее до слез еще быстрее, чем нежность Мэг. Не в силах сказать ни слова, она какое-то время просто плакала. Нетребовательные объятия Трейса и тихие слова – это было слишком для ее измученного сердца. «Теперь лучше?» – спросил Трейс некоторое время спустя. И Кассиди кивнула. Трейс дал ей свой платок, и, вытерев глаза, Кассиди посмотрела на него. «Мне нужно столько всего рассказать тебе», – сказала она. «У нас впереди много времени», – сказал Трейс. «Не обязательно все рассказывать за один день». Кассиди всегда знала, что Трейс был чудесным человеком. Но когда она вновь ощутила на себе его доброту, то едва не расплакалась снова. «Я иду к Чандлеру», – сказал Трейс, удивив ее настолько, что она тут же забыла о слезах. «Прямо сейчас?» «Да». Голос Трейса звучал очень твердо. «Зачем, Трейс?» «Я хочу сам сказать ему о том, что я предлагаю руку и сердце Кассиди Нортон. Кроме того, я хочу узнать у него, почему он говорил с тобой подобным образом». Кассиди посмотрела в его лицо, тогда как в ее сердце боролись смешанные чувства надежности и беспокойства. Она не думала, что у нее хватило бы смелости сделать это. Но Трейс Холден был именно таким. Он любил прямоту и открытость во всем. «Я зайду к тебе позже», – сказал он, делая шаг в сторону. «Хорошо. С тобой все в порядке?» – спросил он перед тем, как уйти. «Думаю, да», – ответила она, все еще пытаясь осознать произошедшее. Трейс протянул руку,
и провел пальцем по ее щеке. Взгляд Кассиди тут же потеплел. Все беспокойство улетучилось из глаз. И Трейс улыбнулся ей. Повторив, что он еще зайдет, он пошел к выходу. Трейс шел спокойно и неспешно. Чандлер заметил его еще издали. Уже много дней банкир чувствовал себя совершенно несчастным. И он не знал, радоваться ли ему приходу друга или нет. «Добро пожаловать!» – приветствовал его Чандлер, но в его голосе не было привычной веселости. «Спасибо. Ты сегодня свободен во время обеденного перерыва?» «Да», – ответил Чандлер. Он удивился, но не смутился. «Что случилось?» «Нам нужно кое о чем поговорить». Чандлер понимал, что Трейс виделся с Кассиди, и почувствовал облегчение. Он и сам хотел поговорить с кем-то об этом, но ему почему-то ни разу не пришло в голову снова самому пойти к Кассиди. «Я зайду около полудня», – сказал Трейс. «Я буду рассчитывать на это», – ответил Чандлер, глядя вслед удаляющемуся ковбою. Как только Трейс ушел, Чандлер попытался вернуться к работе, но мысли постоянно куда-то ускользали. Он сел за окно кассира в надежде, что работа с клиентами поможет ему сосредоточиться на деле. «Ты была хорошей девочкой?» – спросил Брэд у своей дочери, которая все еще силилась понять, кем был этот незнакомец, что держал ее на руках. Наконец она улыбнулась Брэду, и ее улыбка привела вернувшегося отца в восторг. «Я вижу, что так оно и было!» – бормотал он, продолжая негромко разговаривать с ней. Мэг не перебивала его. Свободной рукой Брэд обнимал ее, и она молча наблюдала за тем, как Брэд общается с дочерью. «Ты хочешь спать?» – спросил Брэд Саванну. «Тогда твоя мама будет полностью в моем распоряжении». «Не говори так при ребенке», – пожурила Мэг тихо. «Ты что-то имеешь против?» – спросил он, поворачиваясь к ней с поднятыми бровями. «Нет», – ответила Мэг, не в силах сдержать улыбку. «Но я не хочу, чтобы Саванна узнала о подобных вещах так рано». Брэд улыбнулся ей, но его намерения были самыми серьезными. Он продолжал радоваться общению с дочерью, но как только у Саванны стали закрываться глазки, он предложил положить ее в кровать, чтобы провести некоторое время наедине. Мэг не стала терять ни минуты. Она уложила девочку в кровать и обняла мужа. Трейс зашел ненадолго, чтобы сообщить Кассиди о том, что у него запланирован совместный обед с Чандлером, после чего отправился к Джанет. Он застал даму за рабочим столом и радостно обнялся с ней. «Я скучала по тебе», – сказала ему она, все еще не выпуская его из объятий и внимательно разглядывая его лицо. «Я тоже скучал. Как вы?» Джанет вздохнула. «Это были нелегкие дни, Трейс», – сказала она, когда они устроились удобнее. «И я уверена, что Мэг тебе обо всем рассказала». «Да, и Касси». «Ты видел ее? Как она?» «С ней будет все в порядке», – произнес Трейс с уверенностью, которая очень понравилась Джанет. «Ты сам об этом позаботишься?» «Да, мэм». «Самое время», – обрадовалась Джанет. Трейс улыбнулся медленной счастливой улыбкой, но больше ничего не сказал. «Как мама?» «Без изменений. Иногда я радуюсь этому, а иногда печалюсь». Трейс сел на маленький диван в кабинете Джанет, и она опустилась в кресло рядом. Какое-то время было тихо, после чего Трейс задал Джанет вопрос, который он иногда задавал и сам себе. «Вам когда-нибудь хочется, чтобы она просто умерла?» – спросил Трейс. «Не сейчас. Вначале мне хотелось этого, когда казалось, что она испытывает сильную боль. И я не знаю, почему она до сих пор жива. Вряд ли это нужно ей. Я думаю, что через это Бог хочет чему-то научить меня». Трейс кивнул.
Ему приходили в голову подобные мысли, но он никогда не знал, как с ними быть. Как вы думаете, у нее что-то болит, когда она плачет и беспокоится? Я не знаю. Мне кажется, что она что-то вспоминает. Именно в такие моменты мне казалось, что она может вернуться к нам. Но этого так и не произошло. Иногда я думаю о том, что это было бы чудесно, а иногда эта мысль пугает меня. Почему она тебя пугает? Если бы она могла говорить, то я бы хотел и, возможно, ожидал, чтобы она была для нас такой же матерью, как и раньше. Трейс слегка вздрогнул. А это почти невозможно, и мне бы не хотелось, чтобы она подумала, что чем-то разочаровала меня. Мой отец и так слишком много постарался в этом. Что ты помнишь об их браке, Трейс? Хотя я полагаю, что мальчики-подростки вряд ли могли быть наблюдательными. Мы не были наблюдательными, но кое-что я припоминаю. Он был беспокойным человеком, и я помню выражение его лица. Она чувствовала себя неудачницей, и в этом была вина моего отца. Я не понимаю, зачем они поженились, призналась Джанет. Мне иногда не хотелось спрашивать ее об этом. Я просто хотела поддерживать ее и радовалась, когда она переехала достаточно близко, что я могла быть рядом. На какое-то время в комнате воцарилась тишина, но Джанет продолжила. Брэд сделал более правильный выбор. Он решил вначале следовать за Богом, а потом уже искать себе жену. У них с Мэг никогда не будет таких проблем, какие были у твоих родителей. Вы правы, согласился Трейс, зная, насколько справедливыми были ее слова. И ты, Трейс, у тебя все будет так же хорошо. Если вы с Кассиди поженитесь, у вас будет чудесный брак. Звучит так, как будто вы сомневаетесь в том, что мы поженимся. Был вынужден заметить Трейс. Я не хотела сказать «и если». Я уверена, что так и будет. Но вы думали о чем-то другом, сказал Трейс, который внимательно наблюдал за ней. Только о том, что мы пережили трудный период. Кассиди – сильная девушка. Она сможет забыть об этом, но для этого потребуется некоторое время. Трейс кивнул, но ничего не ответил. Он не сомневался в том, что Кассиди была именно той девушкой, которая была ему нужна. Он знал, что их совместная жизнь будет чудесной. Но его не было здесь, когда приезжал ее брат, и он не видел того воздействия, какое его приезд оказал на Кассиди. Затем Трейс пошел повидаться с матерью, но его мысли были все еще заняты Кассиди и тем, что ему придется смириться, если события будут развиваться медленнее, чем ему хотелось бы. Глава 15. Я даже не представлял себе, сколько всего могло случиться за 2 недели, сказал Трейс, когда они с Чандлером удобно устроились в ресторане отеля. Не знаю, как насчет 2 недель, но моя жизнь изменилась после того, как на прошлой неделе в мой банк вошел Эдсон Синклер. «Ну почему, Чандлер?» – спросил Трейс, не желая слишком поспешно обвинять его за недостаточностью улик. До тех пор я думал, что Кассиди была тем человеком, за кого она себя выдавала. Но тот факт, что у Кассиди оказалась другая фамилия, не изменил того, кем она является. «Все не так просто, Трейс», – сказал Чандлер. Ему совершенно не хотелось разочаровывать своего друга насчет Кассиди, но он чувствовал себя обязанным рассказать об этом. «Ты не знаешь некоторых вещей, которые рассказал мне ее брат. Деньги, которые она использовала для основания своего бизнеса, она заработала, помогая ему». «И ты поверил Эдсону Синклеру на слово?» – спросил Трейс, радуясь тому, что Мэг рассказала обо всем, что знала. «Да», – ответил Чандлер, хотя ему не совсем нравился тон,
с которым говорил Трейс. Он и сам в первый раз стал сомневаться в своих выводах. Выходит, что слово известного жулика оказалось для тебя более веским, чем слово Кассиди? Я пришел к Кассиди. Я спросил ее, но она ничего не объяснила. Ты спрашивал или нападал? Спрашивал, сказал банкир, но он знал, что это было не совсем так. Он задавал вопросы, но был слишком взволнован и уже заранее все для себя решил. Когда случалось такое, чтобы Кассиди отказывалась отвечать на твои вопросы? Спросил Трейс конкретно. Одно это должно было сказать тебе, что все не так просто. Ее брат Эдсон Синклер, медленно проговорил Чандлер, так как если бы это объясняло все. Если она так невинна, почему тогда скрыла это от всех нас? А она и не скрывала. Мэг знала о Кассе все. Я полагаю, что и Райланд знал об этом, добавил Трейс, почти уверенный в том, что Кассиди рассказала пастору свою историю, когда они беседовали наедине в то воскресенье много недель тому назад. Пока Чандлер обдумывал услышанное, Трейс решил выложить все на чистоту. Кассиди не рассказывала мне о том, что ты сказал ей. Она только спросила меня, остаемся ли мы друзьями. Когда я захотел узнать, как ей могла прийти в голову подобная мысль, она пояснила, что это из-за тебя. Речь идет не о партнере по бизнесу и не о клиенте банка. Ты пришел к сестре во Христе и наговорил ей такого, что теперь она сомневается в твоей дружбе. Тебе придется это исправить. Их заказ принесли с большим опозданием, но Чандлер даже не прикоснулся к еде. Он искренне ощущал себя виноватым. Все, что сказал ему Эдсон, было совершенно ясно. Но самое плохое было не в этом. Он не дал Кассиди возможности что-либо объяснить. Он отправился к ней с раздражением и накинулся на нее с обвинениями. И это в тот момент, когда от нее уже отвернулся весь город. «Мне нужно поговорить с ней», – сказал, наконец, Чендлер. «Я рад, что ты это сделаешь, но есть еще кое-что, о чем тебе нужно знать. Сегодня утром я рассказал Кассе о своих чувствах и не был отвергнут». Чандлер кивнул, не зная, что и думать. Он был неравнодушен к Кассиди и не раз задумывался о том, что между ними может быть что-то большее. Но он никогда ничего не говорил об этом и даже не предпринимал никаких действий. Он просто полагал, что она никуда не денется. Теперь же было слишком поздно. «Я не знал, что ты ее любишь», – проговорил Чандлер после паузы. «Уже давно», – признался Трейс. Чандлер почувствовал, что он опоздал, но он также видел и кое-что другое. Трейс был ему хорошим другом. Немногие мужчины были готовы говорить обо всем вот так, на чистоту, как это сделал сегодня он. И Чандлер понял, что ему нужно сделать, и почувствовал, что за много дней на сердце у него стало легче. Он съел свой обед, но перед этим он воспользовался поводом и помолился. Он поведал Богу то, как был неправ, и попросил его послать ему нужные слова, чтобы в тот же день все уладить с Кассиди Нортон. «Добро пожаловать», – сказал Райланд Трейсу, когда тот застал его в конюшне. «Спасибо, как дела?» Райланд улыбнулся. «У нас было интересное время», – признался пастор. «У меня все хорошо, но было нелегко. И я кое-что слышал от Мэг и Касси. Определенно многое изменилось. Как сегодня Каас? Отлично, я увижусь с ней снова перед отъездом из города». «Трейс», – голос Райлана стал серьезным. «Кто-то из церкви резко поговорил с ней. Я не знаю, кто именно. Она говорила с тобой об этом?» «Да, я все уладил». «Хорошо». Это слово было произнесено с сердечной искренностью.
Я был серьезно обеспокоен и хотел поднять этот вопрос в воскресенье утром. Так продолжаться дальше не может, если наша община хочет продолжать возрастать в единстве и святости. «Возможно, рано или поздно вы услышите об этом», – сказал Трейс, понимая, что признание со стороны Чандлера не удивило бы его. «Но я думаю, что все будет улажено уже сегодня». «Хорошо», – сказал Райланд снова, который в душе очень радовался тому, что его прихожане были способны делать столь правильный выбор. Он не нуждался в подробностях, достаточно было и того, что человек, который обидел Кассиди, постарается примириться с ней сегодня же, не откладывая это на потом. «Привет, Кассиди», – сказал Чандлер, входя в магазин. Он собирался пойти сразу же после разговора с Трейсом, но мистер Фалькон хотел уйти на обеденный перерыв, и ему пришлось задержаться. Кассиди была одна. «Привет, Чандлер», – ответила девушка. Она поднялась со стула, но продолжала стоять около швейной машинки. «Я пришел извиниться перед тобой». Чандлер не стал терять время даром. «Я был резок в субботу и даже не дал тебе возможности ничего ответить. Прости меня». «Спасибо, Чандлер. Для меня это очень много значит». Чандлер посмотрел на ее похудевшее бледное лицо и в первый раз по-настоящему заметил, какой плохой отпечаток наложило на нее это происшествие. Желая вернуться к прежним дружеским отношениям, Чандлер, не спрашивая разрешения, сел на стул. Кассиди снова села у швейной машинки и стала ждать. Как могло случиться, что два таких разных человека, как Кассиди Нортон и Эдсон Синклер, выросли в одной и той же семье? Кассиди слегка улыбнулась. Эдсон вышел из повиновения уже с самого детства. Моего ныне уже покойного отца никогда не было дома. Он много играл в азартные игры, а моей матери приходилось работать, чтобы мы не умерли от голода. Мы с Эдсоном были почти все время предоставлены самим себе. Я все время ждала, пока мама вернется домой, а Эдсон вечно попадал в какие-то переделки. А разве он не чувствовал на себе ответственности за тебя, как старший брат? Спросил Чандлер, думая о собственных младших сестрах. «Я старше его», – удивила его своим ответом Кассиди. Чандлер выглядел пораженным. «Но тебе всего 23». «Так и есть, а Эдсону 21. Он всегда выглядел старше своих лет. И он начал жульничать и заработал себе дурную славу в очень юном возрасте». У Чандлера не было слов. Он задумался, вспоминая человека, который пришел в его банк и понял, что подобное никогда бы не пришло ему в голову. В этот момент мимо окна прошла женщина, и это вернуло Чандлера в настоящее. «Как бизнес?» «Остановился. На этой неделе я получила только один заказ. Еще один человек пришел забрать готовую одежду, которая была заказана на прошлой неделе. И все. Сколько времени ты сможешь продержаться? Не больше 2 месяцев. Чандлер едва не сказал, что, возможно, к тому времени она уже будет замужем, но подумал, что не сможет этого сделать, не выдав себя. Он глубоко сожалел о том, что до сих пор не делал попытки ухаживать за Кассиди. «Похоже, ты сейчас работала», – сказал он вместо этого. «Да, к счастью, заказ, который я получила, довольно большой». «Я рад», – сказал Чандлер, вставая. «Если я могу чем-то помочь, Касс, пожалуйста, дай мне знать». «Спасибо, Чандлер, ты уже мне очень сильно помог». Чандлер попрощался, и Кассиди проводила его до дверей. Вечера становились прохладными, но она еще долго стояла на улице, оглядывая ее. Токен-Крик выглядел как обычно. Жизнь била ключом. Только в ее магазине все изменилось. Зайдя внутрь, Кассиди снова занялась брюками для Хирама Брикеля. Она приняла решение. Она сделает так,
как сказала Мэг, и даже не откроет магазин утром, чтобы провести на ранчо весь день. Трейс провел в городе целый день, и скоро ему нужно было отправляться домой. Но прежде он должен был увидеть Касси. «Как ты?» – спросил он, когда вечером застал Кассиди одну. Она вымеряла длину штанин мужских брюк. «У меня все хорошо. А как прошел твой день?» «Просто великолепно», – сказал Трейс, улыбаясь и глядя ей в глаза. Кассиди улыбнулась в ответ. Теперь она чувствовала себя свободной делать это. «Чандлер приходил?» – поинтересовался Трейс. «Да, спасибо за то, что ты все уладил». «Ваш разговор затронул личные темы?» «Нет, нисколько. А ты думал, что затронет?» «Ну, я не уверен, что ему понравилось все, что я сказал». Трейс посмотрел на нее. «Ты уверена, что не питаешь к нему каких-то чувств?» «Абсолютно уверена», – ответила Кассиди. «Рад слышать это», – сказал Трейс, начиная улыбаться. Кассиди наблюдала за ним, а в ее сердце зарождалось совершенно непривычное для нее чувство. Трейс видел тепло в ее глазах, но ему пора было уходить. «Пожалуй, я пойду». «Хорошо. Я приеду к вам завтра. И я буду ждать». Кассиди улыбнулась его тону и, в свою очередь, призналась. «Я так рада, что ты вернулся». «Не ты одна». Но как бы сильно Трейсу не хотелось задержаться, он заставил себя пожелать Кассиди спокойной ночи. «Тебе тоже». Трейсу очень хотелось обнять и поцеловать ее, но он сдержался. Слегка прикоснувшись к ее щеке одним пальцем, он пошел к дверям. Кассиди не шевельнулась. Ее сердце все еще бешено билось в груди, и она не чувствовала под собой ног. «Я поцеловал Кассиди», – сообщил Трейс за ужином в тот вечер, как если бы речь шла о погоде. «Что же заставило тебя это сделать?» – поинтересовался Брэд. «И я узнал, что она не влюблена в Чандлера». «Выходит, вы поговорили?» – спросила Мэг. «Недолго», – признался Трейс. «Вы поцеловались, но не поговорили?» – уточнила Мэг. Трейс кивнул, и Мэг внимательно посмотрела на него. Затем она посмотрела на своего мужа, но ничего не сказала. Задумчивая и немного смущенная, она снова принялась за еду. «Ну?» – проговорил Брэд медленно. «Ты сделал то, что сделал бы мужчина, Трейс. Мы поцеловались всего раз». Он знал, что ему нужно было объясниться. «Все еще впереди, даже если в этот раз я сделал это не совсем правильно». Его голос звучал настолько неопределенно, что Мэг прикусила губу. Тем не менее, ей важно было спросить о подруге. «С Касси все в порядке?» К концу дня все уже было хорошо, но когда я пришел к ней утром, она сильно плакала и сказала, что ей нужно о многом рассказать мне. Я сказал ей, что у нас много времени, и не нашел другого способа доказать свои намерения. По крайней мере, мне не придется сдерживаться, как раньше. Теперь я знаю, что она не против моих ухаживаний. Мэг!» Брэд увидел, что из глаз жены текут слезы. «Ты плачешь от радости или ты огорчена поведением Трейса?» «Я не огорчена», – с трудом проговорила она и разрыдалась. Саванна начала возиться в своей люльке в гостиной, и Мэг была рада поводу уйти. Трейс посмотрел ей вслед и затем перевел взгляд на брата. «Ты уверен, что она не сердится на меня?» «О, Трейс», – сказал Брэд, не зная, как это объяснить. «Мы так давно этого ждали. Мы знали, что Каз – это именно то, что тебе нужно. Но Мэг никогда не спрашивала ее. Она не хотела рисковать, чтобы не создать между вами какого-то напряжения. Но все это не меняет того факта, что Каз только что пережила большие неприятности. Мэг не сомневается в том, что ты желаешь для Касси только самого лучшего, но она не уверена, что именно теперь самое подходящее время для объяснения». Трейс кивнул, радуясь тому, что он услышал.
Он бы не стал развивать отношения без благословения Брэда и Мэг. И ему нужно было знать, что думает об этом Мэг. Она хорошо знала Кассиди и была рядом во время этих неприятностей, как их охарактеризовал Брэд. «Прости меня». Мэг вернулась с малышкой на руках. «Не знаю, что на меня нашло». «Я возьму ее», – предложил Трейс. Он был уже не голоден. Он держал Саванну на одной руке и целовал ее в бровки. Она снова засыпала. Когда он поднял глаза, Мэг пристально смотрела на него. «Я люблю тебя, Трейс», – прошептала она. «Я тоже люблю тебя, Мэг». На глаза Мэг снова навернулись слезы, но она заставила себя вернуться к ужину. А Брэд так ничего и не попробовал. Он не сводил глаз с жены и в душе просил Бога помочь им разобраться во всех делах. Следующие несколько недель, судя по всему, будут не менее наполненными событиями, чем предыдущие. «О, добрый вечер, пастор!» – сказала Кассиди, в тот же вечер открыв дверь на стук. «Привет, Касси! Как вы думаете, сейчас слишком неподходящее время отправиться вместе со мной на прогулку?» «Ни в коем случае, я только захвачу свитер. У меня не было возможности зайти сегодня к вам в магазин», пояснил Райлан, когда она вышла из квартиры, и они стали спускаться по лестнице. «Но я хотел узнать, как ваши дела». «У меня все хорошо. Спасибо, пастор Райлан». «Я рад. Трейс заходил ко мне и сказал, что все в порядке, но я подумал, что лучше спрошу сам». «Я ценю вашу заботу. Сегодня Трейс помог разобраться в одном деле, которое долго мучило меня. Мне стало намного легче». «Это хорошая новость. Как вы считаете, ваш брат больше не появится?» «Думаю, что нет. Он постоянно переезжает с места на место, и я сомневаюсь, что он захочет вернуться сюда». «А ваша мать? Теперь вы сможете повидаться с ней?» «Если мой бизнес перестанет существовать, то у меня не будет причин не поехать к ней. Я уже отправила ей письмо. Я уверена, что в ближайшее время получу от нее ответ». «Я рад за вас, Касси. Какое облегчение!» «Это так», – согласилась Кассиди и слегка засмеялась. «Когда до Аби Пфистер дойдут все эти слухи, моя жизнь займет в ее книге целую главу». «А разве вы не слышали о том, что случилось?» – спросил Райлан. Затем он рассказал ей о нападении, которое было совершено на Абби. Кассиди было больно слышать об этом, но она обрадовалась, узнав, что Райлан собирается поддерживать с Абби дальнейший контакт. «Зачем кому-то понадобилось избить ее?» – удивилась Кассиди. Она сказала, что эти люди требовали информацию о ее книге. Ни шериф Кадерли, ни я так и не поняли, кому это могло быть нужно. «Я буду молиться о ней», – сказала Кассиди, представляя себе, каким ужасным могло быть это нападение. Пастор и Кассиди сделали полный круг, прошли мимо мельницы, после чего повернули к магазину Кассиди. На улице темнело. «Возвращайтесь домой, становится холодно». «Спасибо за то, что вы зашли», – сказала Кассиди искренне. «Ваша поддержка все это время была просто бесценной, пастор. Спасибо». «Возможно, ваш бизнес и не переживет этих событий, Касси, но вы в безопасности и по-прежнему член нашей церкви. Я благодарю за это Бога». Прежде чем подняться по лестнице, Кассиди улыбнулась и сказала ему, что она тоже рада этому. Райлан подождал, пока она не зашла в квартиру, и отправился к себе. «Ну вот», – мягко сказал Трейс, как обычно, встречая повозку Кассиди и помогая ей спуститься на землю. Сегодня она приехала намного раньше, чем всегда. «Какой приятный сюрприз!» «Я повесила на двери объявление о том, что магазин откроется в четверг». «Отлично!» – похвалил ее Трейс. Мэг была поблизости. Она обняла подругу и постаралась не расплакаться.
«Ты завтракала?» – спросила она. «Не плотно». «Ну, тогда заходи. Я собираюсь кормить тебя весь день». Кассиди рассмеялась и пошла в дом. Трейс посмотрел им вслед, после чего отвязал лошадь и повозку. Затем, не теряя времени, он пошел в дом. Теперь ему больше не нужно было притворяться, будто у него были какие-то другие дела. Вечером Мэг нужно было покормить малышку, а мужчины заранее решили не загружать себя работой до конца недели. Перед ужином Кассиди и Трейс отправились на верховую прогулку. Приближался октябрь. «Деревья здесь просто потрясающие», – сказала Кассиди, разглядывая разноцветную листву. «Об этом позаботилась моя мать», – сказал Трейс, тоже глядя на деревья. «Когда мы переехали сюда из Пенсильвании, она привезла с собой саженцы разных видов клена». «Сколько тебе было лет?» «Почти 6». Кассиди улыбнулась, пытаясь представить Трейса 6-летним. «Какое это должно быть было приключение для вас с Брэдом?» «Это точно. В первый же месяц мы набедокурили больше, чем за все последующие годы вместе взятые». «Почему?» «Ну, в нашей жизни происходило столько изменений, что мы подумали, что теперь можно все. Наш отец постоянно менялся по отношению к нам, но мы всегда были довольно упрямыми». Некоторое время они ехали молча. Но тут Трейса одолело любопытство. «А какой ты была в детстве?» «Не знаю», – призналась Кассиди. «Наверное, обычной маленькой девочкой». «Я так не думаю», – возразил Трейс. «Почему?» – недоверчиво засмеялась Кассиди. «Не может быть, чтобы человек с твоей выдержкой и независимостью был в детстве заурядным». «Это оскорбление?» – спросила Кассиди. «Нисколько», – уверил ее Трейс. Кассиди некоторое время обдумывала его слова и, наконец, призналась. «Большую часть времени я бывала одна. Думаю, что этим можно объяснить мою независимость. Но я не считаю себя очень выдержанной, хотя мой брат говорит обо мне то же самое». «Он говорил это, когда был здесь?» «Да, я не поддалась на его уговоры, и он сделал мне комплимент». «Как тебе это удается?» «Мне всегда приходилось это делать. В том, что касается лично меня, Эдсон мне не страшен. Другое дело – окружающие люди». «Что ты имеешь в виду?» «Я боюсь, что он будет обманывать людей, которых я знаю, и они потеряют все, что у них есть. Он делал это много раз». «Как ты думаешь, он вернется сюда?» «Сомневаюсь, но один из его замыслов не осуществился. В противном случае он похвалился бы мне этим. У него нет причин возвращаться». «Ты уверена?» «Да, Эдсон не ездит туда, где ему ничего не светит». Это показалось Трейсу логичным, и он надеялся, что так и будет. Для Кассиди было бы лучше всего, чтобы ее брат больше не появлялся в ее жизни и не делал ее несчастной. Тот вред, который он уже причинил, и без того оставил свой след на долгое время. «О чем ты думаешь?» – спросила Кассиди, поскольку он молчал. «О твоем брате. Я почти рад, что не познакомился с ним». «Он очень обаятельный, чего нельзя сказать о Ниле». «Кто такой Нил?» Кассиди и сама удивилась, что до этого речь ни разу не зашла о Ниле. И, возможно, она даже ничего не говорила о нем Мэг. Кассиди ввела Трейса в курс дела, после чего его лицо приняло несколько озабоченный вид. Он натянул поводья и остановил лошадь. Кассиди остановилась рядом с ним. «Когда ты поедешь в город, я хочу, чтобы ты захватила с собой револьвер». «Трейс», – начала Кассиди терпеливо, – «они сюда не вернутся, я уверена в этом». Хотя Трейс не выглядел убежденным, Кассиди не придала этому большого значения. Но после ужина, когда он повел ее на улицу продолжать уроки стрельбы, она поняла, что ошибалась. «Как дела?»
спросила Мэг у Кассиди, когда мужчины ушли кормить скот. Ужин был почти готов, и у них было немного времени поговорить наедине. «О, Мэг!» – сказала Кассиди с улыбкой. «Мне кажется, что я вижу сон, и мне страшно проснуться». Мэг улыбнулась. «Хочешь, и я ущипну тебя?» Кассиди засмеялась, но потом почувствовала необходимость спросить. «Почему ты никогда не спрашивала меня, люблю ли я Трейса?» «А что, если бы ты его не любила?» – спросила Мэг, которая ожидала этого вопроса. «Это поставило бы тебя в неловкое положение. Мне очень не хотелось смущать тебя». «Неужели ты не догадывалась?» – спросила Кассиди, думая о том, что она много раз была очень откровенной. «Я надеялась на это, но ты весело смеялась и отлично проводила время и с Чандлером, и с Райланом, и даже с Филиппом. Ты чувствовала себя очень непринужденно со всеми в церкви, а когда девушка влюблена, она обычно ведет себя иначе». Кассиди пришлось согласиться. С тех пор, как она узнала, что Трейс неравнодушен к ней, она стала легко краснеть, а это было не свойственно для нее. «О чем ты думаешь?» «О том, как все это для меня ново. Я так долго старалась держать себя в руках. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы я осознала, что мои чувства к Трейсу взаимны». «Они действительно приветствуются», – сказала Мэг немного театрально. «Брэд уже давно просил Бога привести тебя к нам». «Что ты хочешь этим сказать?» Мэг объяснила, что Брэд почти каждый вечер молился о том, чтобы Бог послал Трейсу богобоязненную жену. Мэг закончила свою историю и смеялась до тех пор, пока не раскраснелась. Своим рассказом она удивила Кассиди настолько, что девушка не могла выговорить ни слова. Кассиди знала, что Мэг говорила серьезно, но подобное никогда не могло бы прийти ей в голову. Пока она раздумывала над словами Мэг, пришло время накрывать на стол. И только когда через час после их разговора Брэд помолился перед едой, она действительно поверила в это, поскольку он закончил словами. «Отче, мы много лет просили тебя привести Каз в жизнь Трейса, и теперь на это есть твоя воля и твое время. Мы благодарим тебя из глубины наших благоговеющих пред тобой сердец. Аминь». Глава 16. «Что это?» – спросил Трейс у Кассиди, когда она протянула ему после ужина какой-то сверток. Они только что закончили мыть посуду и сидели за кухонным столом. «Открой», – сказала Кассиди тихо и стала ждать внимательно, глядя на него. Трейс разорвал бумагу и улыбнулся. «Ты сшила мне рубашку?» – спросил Трейс, хотя это и так было ясно. Он выглядел очень довольным. Кассиди кивнула, вдруг почувствовав смущение. «Ты не могла сшить ее за вчерашний вечер?» «Нет, я сшила ее некоторое время тому назад». Трейс кивнул, не отрывая глаз от Кассиди, пока она не опустила глаза вниз. «Откуда ты узнала мой размер?» – спросил Трейс, чтобы как-то снять создавшееся напряжение. «Я помогала Мэг шить рубашки для Брэда». «Я же говорил тебе», – пошутил он, – «что мы совершенно не похожи». Кассиди только покачала головой и засмеялась, глядя на его невинное выражение лица. «Спасибо», – сказал он наконец. «Пожалуйста». Тут Трейс откинулся на стуле и принялся внимательно разглядывать ее. «Я никогда не принимал во внимание этой детали». «Какой детали?» – спросила Кассиди с улыбкой, глядя в ответ на его довольное лицо. «Что будет, когда Кассиди Нортон станет моей девушкой?» «Что ты хочешь этим сказать?» – снова спросила Кассиди со смехом, отчасти потому, что он был таким смешным, а также потому, что ей было страшно приятно услышать, как он назвал ее своей девушкой. «У меня будет столько новых рубашек, сколько я захочу». «Ты так думаешь?» «Конечно. Ткань стоит денег, Трейс Холден. Не забывай об этом». Он тут же переменился в лице. Его шутливость мгновенно пропала, и он потянулся к ее руке. «Я хотел спросить у тебя об этом. Как идут дела в мастерской?» «На пару месяцев мне хватит», – сказала она ему откровенно,
все тем же серьезным тоном. «Потом мне придется искать работу или выйти за меня замуж», – подумал Трейс, но не произнес этого вслух. Он был уверен в том, что для подобного разговора еще не пришло время. «Ты будешь держать меня в курсе дела?» – спросил Трейс вместо того, что ему хотелось сказать намного больше. «Да?» Трейс еще некоторое время держал ее руку в своей. Кассиди могла бы сидеть и говорить с ним весь вечер, но через час она заявила, что ей пора домой. Трейс отвез ее обратно в город, как он делал это всегда, но сегодня все было иначе. Сегодня, когда она сказала «до свидания», ей не нужно было прятать глаза, чтобы скрыть то, что она чувствовала уже очень давно. «Здравствуйте, миссис Потс!» – поздоровалась Кассиди с дамой, которая пришла в четверг. «Как дела?» «Именно это я хотела спросить у вас. Вы все еще продолжаете свой бизнес?» «Да. Вам что-нибудь нужно сшить?» «Мне нужно было кое-что вчера», – начала дама. «Ну», – ответила Кассиди, решив быть честной. «Дела шли неважно, потому я взяла выходной на весь день». «Мне нужна юбка», – сказала женщина так, как если бы Кассиди должна была сама догадаться об этом. «У меня есть несколько видов тканей, которые могут вам понравиться. Темная или светлая?» «Думаю, что темная. Синяя или черная? Коричневую я не хочу». Кассиди, не торопясь, принесла ткань, о которой она подумала, но ее сердце билось немного быстрее обычного. Она не ожидала этого. Миссис Потс была ценной клиенткой, и возможность работать с ней и дальше была чудесным сюрпризом. Следующие 30 минут они обсуждали детали будущей юбки. Миссис Потс осталась вполне довольной своим выбором и стала еще более довольной, когда узнала, что юбка будет готова уже в субботу. «Просто чтобы вы знали, Кассиди», – сказала миссис Потс, когда они закончили обсуждать юбку, и она собралась уходить. «Я ни на грош не поверила тем сплетням, которые я слышала. И пусть только кто-нибудь попробует распространять подобные сплетни в моем присутствии». Но Кассиди не успела поблагодарить ее, так быстро женщина вышла на улицу. Тогда Кассиди поблагодарила Бога, думая о том, что, возможно, ему было угодно, чтобы, несмотря на все случившееся, ее бизнес продолжал существовать. «Как ты вчера пообщался с Касс?» – поинтересовался Брэд у брата. Они были в амбаре, все еще радуясь своему небольшому отпуску. Время от времени они уходили из дома, чтобы не надоедать Мэг. «Хорошо. Вы говорили о будущем?» «Мы немного поговорили о ее бизнесе и все. Она хочет сохранить свой бизнес после того, как вы поженитесь?» «Сомневаюсь, но до этого еще не дошло». Брэд внимательно посмотрел на своего младшего брата. «Вы подошли к делу с другого конца, но я думаю, что у вас все равно все получится». «Я не знаю, как у нас это получилось», – признался Трейс. «Но мы давно любим друг друга». «Как вам удалось спрятать друг от друга свои чувства?» – продолжал допытываться Брэд. «Все это тянулось довольно долго, но я не догадывался о ее отношении ко мне, пока не поцеловал ее». «И она наверняка сказала бы то же самое о тебе». Трейс кивнул, но он не жалел о том времени, которое, казалось, было упущено. Откровенно говоря, он бы ничего не стал менять. Кассиди была его другом. Он надеялся, что в один прекрасный день она станет его женой. И по его представлениям, тот путь развития отношений, которым они прошли, был самым лучшим. Кассиди шила машинально. Фасон брюк Хирама местами был непрост, но по большому счету, работая, она всегда могла думать о чем-то своем. Именно поэтому в четверг ей удалось обдумать и сложить вместе множество разрозненных событий. Она не знала, почему она не поняла этого раньше,
Но теперь все стало поразительно ясно. Это Нил избил Абби Пфистер. Ему нужна была информация не о книге, а о жителях города. Именно такая информация требовалась ее брату, и, конечно же, Нил действовал с ним заодно. Кассиди была очень расстроена, но все же старалась сдерживать свои эмоции. Она закрыла магазин на 30 минут раньше и пошла к дому Аби. Она не была уверена в том, что ей будут рады, но она хотела попытаться. К дверям никто не подошел. Кассиди стучала добрые 5 минут, но потом сдалась и отправилась повидаться с Райланом. Пастор сразу же открыл ей. «Мне нужно кое-что сказать вам», – сказала Кассиди, не теряя времени, когда он вышел к ней на крыльцо. «Именно Нил, тот человек, который действует заодно с моим братом, совершил нападение на Абби Пфистер. Я просто уверена в этом. Если бы я всех предупредила, то мой брат и Нил не стали бы здесь задерживаться. И если бы все знали об их проделках, то они уехали бы сразу, без оглядки. «Не берите это на себя, Касси», – предупредил Райлан со всей искренностью. «Теперь для меня ясно, что вы не знаете, как все это могло повернуться. Агрессия Нила могла быть обращена и на вас. Они бы увидели в вашем вмешательстве хорошую причину для мести». Кассиди не подумала об этом. На сердце у нее было тяжело, и она чувствовала себя виноватой. Но Райлан указал ей на то, о чем она не подумала. И ей нужно было услышать это. Она была уверена, что Эдсон не стал бы натравливать на нее Нила. Но в действительности, имея дело с таким человеком, она постоянно рисковала. «С вами все в порядке?» – спросил Райлан. «Да, спасибо за то, что вы все объяснили. Я была немного наивна насчет того, на что способен Эдсон. Я думаю, что мне следовало быть более осторожной, чем я была. Я изложу вашу теорию шерифу Кадерли. Я уверен, что он согласится с вами». «А как же Абби? Пожалуйста, расскажите ей и передайте, что я очень сожалею». «Хорошо, Касси, но я не считаю, что вам нужно извиняться. Я уверен, что она воспримет случившееся так же, как и я». Кассиди поблагодарила его, сказала, что замерзла и ушла домой. Ей было жаль, что Трейса не было в городе. Ей хотелось поговорить с ним обо всем этом, и не имея возможности это сделать, она чувствовала себя немного растерянной. Она быстро начинала понимать, что не видеть его и не говорить с ним каждый день означало чувствовать себя именно так, независимо от того, были у нее новости или нет. Брюки Хирама были отглажены и готовы к доставке. Кассиди решила отнести их первым делом с утра, чтобы в середине дня не вешать на дверях объявление о том, что магазин временно закрыт. Но такое решение также означало, что магазин откроется немного позже. Она скорым шагом дошла до особняка Брикеля, решив сделать все как можно быстрее. Она надеялась, что ей откроет Халстон, они смогут совершить быстрый обмен, и после этого она пойдет дальше. «Доброе утро!» – поздоровался Хирам, открывая дверь. Он казался очень довольным, заметив, что Кассиди поняла, что он ожидал ее. «Доброе утро, мистер Брикель!» «Вы сегодня распустили волосы?» – сказал он. «Мне это нравится». «Вот ваши брюки», – сказала Кассиди, подчеркнуто сухо, протягивая ему сверток. «Благодарю вас. Они выглядят отлично, и вы можете называть меня просто Хирам». «Я рада, что вы довольны», – сказала Кассиди, игнорируя его попытку сблизиться. «Но мне нужно идти, чтобы открыть магазин». «А разве миссис Фулбрат не осталась присматривать за ним вместо вас?»
Она больше не работает у меня, пояснила Кассиди. Хирам был настолько занят мыслями о том, как бы убедить ее выйти за него замуж, что этот факт ускользнул от его внимания. Теперь Хирам понял, что это усложняет дело. «И я зайду вечером, когда вы закроете магазин. Тогда у нас будет время поговорить». «Нет, не будет. За мной заедет Трейс Холден, и у меня не будет времени». «Трейс? Это ваш парень?» – спросил Хирам, стараясь говорить спокойно. «Да», – сказала Кассиди, поворачиваясь к выходу. Она хотела, чтобы с ней расплатились, но видела, что этого будет нелегко добиться. «Значит, он является той причиной, по которой вы не хотите выходить за меня замуж?» «Да, одной из многих», – ответила Кассиди, не желая ходить вокруг да около. «Пожалуйста, пришлите мне оплату, мистер Брикель. Всего доброго». Не успел он что-то возразить, как она ушла. Она бы не удивилась, если бы он зашел к ней в тот же день, но в данный момент у нее не было желания беспокоиться об этом. Всегда оставался шанс, что кто-нибудь захочет дать ей заказ, и по этой причине она была твердо намерена держать магазин открытым. «Как ваши дела?» – спросил Райлан у Абби, сидя напротив нее в отеле. «Все хорошо», – сказала она несколько неуверенным голосом. Она, наконец, послала за ним. На дворе похолодало, поэтому они не смогли отправиться на прогулку или сидеть на улице. Абби странно посмотрела на него, когда он сказал, что не может зайти в дом, будучи один, и она согласилась пообщаться с ним на людях. «Вы поговорили с шерифом Кадерли?» – спросил Райлан, поскольку Абби молчала. «Да». «Почему Кассиди Нортон донесла на собственного брата?» «То, что он сделал, было плохо. Кассиди знает об этом. Она очень сожалеет, что на вас было совершено нападение». «Она приходила к моему дому», – сказала Абби. «И я не могла подойти к дверям, но Мисси видела ее. Она хотела поговорить с вами до того, как пришла ко мне». «И тогда вы пошли к шерифу?» «Да». За столом на какое-то время стало тихо, но Райлан не собирался молчать. «Ваши раны, похоже, заживают». «Кое-кто сказал, что я заслужила это», – сказала Абби тихо. «Мне сказали, что моя книга не более чем занудство». «Вы рассердились на это?» «Да! Я тружусь изо всех сил. Люди просто не понимают этого». «А что важнее? Ваша книга или люди?» «Что вы имеете в виду? Это книга о людях». «Некоторые из них уже умерли или не живут в Токен-Крик. Я думаю, что ваша книга – это интересная идея, но вас не волнует, что вы обижаете людей тем, как обращаетесь с ними. Это не привлечет к вам друзей». «Так вот почему меня избили. Это Бог наказал меня?» «Вас избили, потому что грешный человек хотел получить то, что, по его мнению, у вас было. Я не считаю, что вы получили по заслугам, и я не думаю, что Бог так считает, но Он допустил это по определенной причине, которой мы, возможно, никогда не узнаем. В любом случае, я надеюсь, что вы не будете игнорировать это и не ожесточитесь. Еще я надеюсь, что вы сможете выслушать то, что я хочу сказать». «И вы полагаете, что обладаете всеми ответами?» – спросила Абби с горящим от волнения лицом. «Ничего подобного», – ответил Райлан мягко. «Но, как вы помните, вы послали за мной, и когда я пришел, у вас были серьезные вопросы о Боге. Я надеюсь, что вы все еще хотите поговорить об этом». «Я боюсь того,
что он может сделать со мной дальше», – призналась Абби. «Почему вы боитесь его? Он Бог. Он может сделать все, что захочет. Кто рассказывал вам о Боге?» «Мой дедушка был пастором, но потом он бросил мою бабушку. Я не знаю почему. С тех пор я долгое время не любила пасторов». «Я вполне вас понимаю», – сказал Райлан, думая о том, как тяжело она, должно быть, это пережила. «Как же вы поверите тому, что я вам скажу?» «Кадерли говорит, что вы хороший человек. Он говорит, что вы помогли многим людям». Райлан кивнул, а затем продолжал. «А вы хотите узнать, почему я такой?» Абби кивнула. В первый раз за долгое время она совершенно не думала о своей книге. «В Библии я прочитал, что Бог послал своего Сына умереть за всех людей», – продолжал Райлан. «Я также прочитал, что единственный путь установить отношения с Богом лежит через Его Сына. Я нуждаюсь в этих отношениях. Я нуждаюсь в них больше, чем в воздухе. Поэтому я сделал то, что говорится в Библии. Я уверовал в Господа Иисуса Христа. Я поверил, что Он спасет меня от грехов. Я никого не избивал, но я все равно был и остаюсь грешником. Я хотел получить спасение от моих грехов. Бог предлагал мне это спасение. Он предлагал мне стать Его чадом. Я принял и уверовал. Я не всегда поступаю правильно. Я продолжаю грешить, но кровь Иисуса проливалась за мои грехи, и я прощен. Во всем мире нет ничего слаще, чем быть прощенным. И самая чудесная новость состоит в том, что места хватит для всех. Для всех, кто смотрит на положение вещей так, как говорит об этом Бог, и уверует в Его Сына, есть прощение и жизнь вечная. Пока он говорил, Абби затаила дыхание. Ее дедушка пытался заставлять людей жить по-божьему при помощи страха. Пастор Джарвик говорил о прощении, и Абби была бы лгуньей, если бы сказала, что ее это не интересует. «Вы проповедуете об этом по воскресеньям?» – наконец спросила Абби. «Об этом и многом другом. В какое время вы проповедуете?» «Богослужение начинается в 10 часов». Абби кивнула. Она чувствовала большое облегчение. Она была готова услышать больше. Ей хотелось обдумать то, что он сказал, и слушать еще и еще. «Думаю, что я приду. Я надеюсь, что вы так и сделаете», – ответил Райлан. Какое-то время Абби ничего не говорила. Райлан уже собрался предложить ей выпить кофе или съесть что-нибудь, но она вдруг сказала: «Я хочу повидаться с Кассиди Нортон. Вы пойдете со мной?» «Конечно», – согласился Райлан. Он удивился, но все равно был готов идти. Больше они ничего не обсуждали. Абби поднялась, и Райлан заплатил за свой кофе. Надев пальто, они пошли по улице. «Пожалуйста, миссис Потс, надеюсь, что вам понравится». «Кто-нибудь еще заходил?» – спросила дама. Ситуация, в которой оказалась Кассиди, стала для нее чем-то вроде навязчивой идеи. «Миссис Фергюсон, которая живет по соседству, попросила меня кое-что починить. Она обнаружила дыры в своей зимней одежде». «Отлично!» – воскликнула миссис Потс и вышла, оставив за собой улыбающуюся Кассиди. Она уже собиралась начать починку, когда вошел Райлан, за которым следовала Абби. «Добрый день!» – поздоровался Райлан, входя первым. Абби не спешила входить. «Здравствуйте!» – сказала Кассиди в ответ. «А у вас есть для нас немного времени?» – спросил Райлан. «Конечно!»
– ответила Кассиди и сразу же повернулась к вошедшей женщине. «Как вы себя чувствуете, Абби?» «Я слышала, что вы сделали», – сказала Абби, демонстрируя присущий ей недостаток сдержанности. «Мне очень жаль, что вы пострадали». «А вы пострадали?» «Да, но не так сильно, как вы», – ответила Кассиди, не зная, что еще сказать. Она сдержалась и не посмотрела на Райлана, хоть и нуждалась в подсказке, что ей следует отвечать. «Почему вы не рассказали людям о том, кто такой ваш брат, до того, как меня избили?» – хотела знать Абби. «Я не хотела, чтобы он нашел меня», – ответила Кассиди тихо. Ни Райлан, ни Кассиди не могли понять, о чем думает Абби. Она огляделась по сторонам, как если бы собиралась сказать что-то еще, но не сказала. «Мне нужно идти», – резко проговорила она. Пастор сказал Кассе «до свидания», но Абби направилась к дверям, так и не попрощавшись. Райлан ушел, убедившись в том, что с Кассиди все в порядке. Нельзя было сказать ничего определенного по поводу того, появится ли местная писательница в церкви. «Как прошел твой день?» – спросил Трейс, когда они выехали из города и были на пути к ранчо. Он захватил с собой одеяло и плотно закутал в них Кассиди. «Случилось много интересного», – сказала Кассиди, не зная, с чего начать. Она не думала, что он знает о предложении Бриккеля. Она не говорила с ним относительно того, что Нил избил Абби. В данный момент она была все еще под впечатлением от визита Райлана и Абби, а днем раньше заходил шериф Кадерли, чтобы расспросить про ее подозрения насчет Нила. Ей просто нужно было с чего-то начать. Так она и сделала. «Мэг рассказывала тебе что-нибудь о Хираме Бриккеле?» «Нет. Он по-прежнему делает заказы и ожидает, что их доставят на дом?» «Да. И все это с явной целью убедить меня выйти за него замуж». Трейс медленно повернул голову в сторону Кассиди, ожидая, что она рассмеется над собственной шуткой. Выражение ее лица сказало ему, что смешного в этом было мало. «Когда это началось?» – спросил Трейс тихо, стараясь сдерживать свои эмоции. «На следующий день после твоего отъезда», – сказала Кассиди. Она очень хорошо все помнила. Она коротко рассказала все, что произошло, и замолчала. Трейс тоже молчал, и Кассиди начала немного волноваться. «Ты сердишься на меня?» – спросила она, когда он остановил фургон во дворе, но не выходил с него, продолжая сидеть. «Нет», – сказал Трейс просто, но таким тоном, который не оставлял никаких сомнений. «Я думаю, что нам нужно решить, что тебе следует говорить в будущем мистеру Бриккелю и как вести себя, и тогда проблемы будут не у тебя». Трейс вылетел из фургона и стал ждать, чтобы помочь Кассиди спуститься, но она не двигалась. Она сидела, глядя на него. «Что ты будешь делать?» – спросила она. «Если ты не можешь ясно объяснить ему, что у вас с ним не будет никаких отношений, то это сделаю я». Кассиди кивнула, обдумывая его слова. Трейс помог ей спуститься на землю, и не успела она и глазом моргнуть, как он привлек ее к себе. «Похоже, ты волнуешься», – сказал он тихо, еще крепче прижимая ее. «Мне нужно было столько всего рассказать тебе, а я рассказала только об одном Бриккеле». Трейс собирался сказать, что у них впереди целый вечер, но заглянул в ее усталые глаза и передумал. «Приезжай на весь день завтра. А я собиралась пригласить всех вас к себе на обед». «Может быть, на следующей неделе? Я думаю, что нам с тобой нужно поговорить, а это будет легче всего сделать здесь». Кассиди с пониманием кивнула. Трейс отпустил ее, чтобы она могла пойти в дом и согреться. «Как ты спала?» – спросила Мэг у Кассиди, когда женщины встретились на кухне в воскресенье утром. «Отлично. Здесь у вас удивительно тихо».
Да, это так. Я рада, что ты не слышала Саванну. Ты не спала? Всего только 20 минут в 3 часа ночи. Ты потом сразу засыпаешь? Вначале не засыпала, а теперь засыпаю. Тут обе женщины услышали, как Брэд сверху позвал жену. В этот же момент Мэг услышала плач малышки и вышла из кухни. Кассиди села, чтобы выпить кофе и съесть тост. Она пыталась решить, хочет ли она что-то еще, когда к ней присоединился Трейс. «Ты надел новую рубашку?» – заметила Кассиди с удовольствием, как только увидела его. «Как она на мне смотрится?» – довольно спросил он. «Очень хорошо», – сказала Кассиди, ощущая гордость за свое изделие, а также за то, как был к лицу симпатичному Трейсу Холдену малахитовый цвет. «Ты знаешь», – подшутила она, – «если бы ты сегодня поработал в церкви моделью в этой рубашке, возможно, я получила бы еще несколько заказов». «Может, мне выйти вперед, когда Райлен закончит, и сделать объявление?» Отшутился Трейс, поворачиваясь, как на подиуме. «Красивая рубашка», – прокомментировала Мэг, когда вернулась, держа на руках Саванну. «Хочешь, я возьму ее на руки?» – предложила Кассиди. «Ты поела?» – спросили в один голос Мэг и Трейс, и тут же засмеялись. «Да», – сказала Кассиди. «Что ты ела?» – не отставал Трейс. «Тосты и кофе. И я собираюсь поджарить яйца. Я брошу несколько штук на сковородку и для тебя». «Это что, прозрачный намек на то, что я плохо слежу за собой?» – спросила Кассиди, но от яиц не отказалась. «Нет», – возразил Трейс. Мэг передала малышку подруге и стала помогать ему готовить завтрак. Кассиди оставалось только сидеть на месте. Было приятно приезжать сюда и позволять позаботиться о себе, особенно учитывая те события, которые недавно произошли в ее жизни. Она понимала, что это было как раз то, в чем она нуждалась.